Канал Валерия Табакова представляет. Частный детектив идет по следам преступления в деле об убийстве Фарион. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 6 февраля 2025 года, и мы продолжаем цикл наших видео по делу об убийстве Ирины Фарион. Сегодня мы узнаем цель судебного процесса. Еще раз обсудим адрологическую экспертизу. С учетом новых данных о погоде во Львове в день убийства оценим недостоверность экспертного заключения. Рассмотрим вероятное место, где может находиться выброшенная маскарадная одежда человека в панамке и очках, и выявим нестыковки в показаниях свидетельницы. А пока подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и не забывайте комментировать и распространять это видео, а также по возможности поддерживайте канал донатами. Итак, какова цель судебного процесса по обвинению Вячеслава Зинченко в знаковом убийстве Ирины Фарион? Декларируемая цель – это вынесение законного и правосудного решения. То есть, заметьте, друзья, целью судебного процесса является не посадить Зинченко на пожизненное, не сгноить его в тюрьме или там объявить разжигавшую межнациональную рознь Фарион героем Украины. Цель процесса – это вынесение законного правосудного решения. Для достижения этой цели, друзья, мы и работаем. На сегодня, друзья, нет таких инструментов или рычагов, которые могли бы заставить прокуроров, следователей, судей выносить правосудное решение. Все они действуют по собственному усмотрению. Называется это собственное усмотрение внутренним убеждением. Каковы внутренние убеждения прокурора? Каковы внутренние убеждения следователя? Каковы внутренние убеждения судей? Это важно. Если их внутренние убеждения политизированы, если эти убеждения являются радикальными, ультранационалистическими, такими, какими были убеждения Ирины Фарион, то понятно, что ни о каком правосудии и ни о какой законности речи быть не может. Друзья, когда мне вручали диплом юриста, председатель Государственной экзаменационной комиссии, доктор юридических наук, произнесла нам, юристам, небольшую напутственную речь. Она сказала: «Теперь вы юристы, вы носители духа права, и вы должны идти по жизни с высоко поднятой головой, открытым сердцем и чистыми руками». Это, друзья, очень важно. Важно в любое время, в том числе и сейчас, когда во Львове есть судьи-колядники, в других местах есть коррумпированные председателем СЭКов, типа Татьяны Крупы, а в прокуратуре есть липовые пенсионеры-инвалиды. Важна законность, и народ Украины всеми силами пытается добиться этой законности. Получится у украинцев добиться законности или нет, предсказать трудно. Но то, что расследование убийства Фарион практически ведется как заказное расследование, где есть одна официальная версия, которую только и разрабатывает сторона обвинения, и ее уже, так сказать, не сбить со следа, хотя след этот, скорее всего, ложный. Но она снова и снова упорно идет по этому одному единственному следу, пытаясь доказать, что официальная версия отвечает фактическим обстоятельствам дела. Этот след вывел сторону обвинения на лавку, на которой, закинув ногу на ногу, сидел человек в панамке и очках, в красной футболке, с длинным рукавом, с надписью «Лос-Анджелес» и в черных штанах. Сторона обвинения с этой лавки через 10 дней после убийства без понятых взяла пробы и провела адрологическую экспертизу. В результате оказалось, что запах на лавке сохранялся в течение 10 дней. За это можно следователям и Нобелевскую премию вручить, за такую качественную, в кавычках, оперативную следственную работу. Потому что во всех учебниках пишут, что запах сохраняется 3 часа, максимум 6 часов.
Тут не нужны никакие секретные, полусекретные или для служебного пользования инструкции по проведению адерологических экспертиз. 3-6 часов максимум. Но это же Украина. В Украине и через 10 дней можно обнаружить запах сидевшего на лавке человека. Это уже, так сказать, элемент научной новизны, и нужно доказывать, как это так получилось у доблестных следователей, награжденных за быстрое раскрытие преступления. Это, друзья, конечно, ирония и сарказм. Но, тем не менее, что не так с этой адерологической экспертизой? Друзья, можно сказать, что все не так. Но не будем говорить огульно, а проанализируем погоду во Львове в то время, когда совершено убийство. Есть сайт Гисметео, и на этом сайте мы можем обнаружить, что 19 июля в день убийства была сухая погода. Но человек в панамке и очках весь тот день во дворе дома на Масарика 3 отсутствовал. Он решил плюнуть на все и заявился на место преступления уже под вечер. Затем было совершено преступление, после которого все увидели его на камерах убегающим. Понятно, что человек в панамке и очках, даже если он не убивал Фарион, вполне мог испугаться и начать убегать. Вполне вероятно, что он стал свидетелем этого убийства, и поэтому, понимая, что в соответствии с известной поговоркой «свидетели долго не живут», начал убегать. Испугался. Мало того, но следствие почему-то решило, что именно этот персонаж в панамке и очках является убийцей. Но если это так, то в этом случае нужно найти ту одежду, в которую был одет этот персонаж. Если это Зинченко, то на этой одежде, естественно, остаются потожировые следы, то есть ДНК, которые можно послать на экспертизу и сделать заключение, что да, именно в эту одежду и одевался Зинченко, и никто другой. Но этой одежды нет. Поэтому говорить, что есть какие-то потожировые и запаховые следы на лавке, это смешно. Но, тем не менее, цирк продолжается. Где одежда? Как себя ведет преступник? Я, друзья, сейчас немного поработаю следователем и даже частично оперативником. Потому что оперативник, Игорь Швец, он, скорее всего, не оперативник, а больше политик, как и все сознательные украинские националисты. То есть больше всего ему нравится заниматься политическими сентенциями и пытается очернить русскоговорящих граждан Украины в точности, как это делала убитая. Кроме этого, бывший оперативник Игорь Швец пытается защитить Украинскую православную церковь Московского патриархата от Православной церкви Украины, открещиваясь от знакомства со своим земляком, митрополитом Ануфрием Березовским. И для этого при первом удобном случае используют клевету. Вообще-то, для оперативников, друзья, как об этом нам рассказывал наш преподаватель по уголовному праву и процессу, кандидат юридических наук, характерны проблемы с психикой. И среди них нередко фиксируются случаи самоубийства. Она исследовала это, и это было темой ее диссертации. Почему так поступают оперативники? И она в своей диссертации в процессе научного исследования установила, что оказывается, причина этого кроется в том, что когда опера заступают на оперативную работу, то руководствуются они положениями ОРД, оперативно-розыскной деятельности, которые предоставляют оперативникам во время исполнения своих служебных обязанностей расширенные полномочия. То есть оперативники в ходе ОРД имеют право нарушать нормы права и права граждан для того, чтобы выполнить задачи своей оперативно-розыскной деятельности. И для этого у них при себе есть табельное оружие. И вот они исполняют свою функцию, свою роль. Но, друзья, они же не постоянно это делают, не круглосуточно. Когда-то их смена заканчивается, и они становятся обыкновенными людьми,
у которых нет расширенных полномочий. И вот в этот момент их психика начинает колебаться. То есть их психика не хочет быть лишенной этих полномочий. И в такой ситуации, в таком состоянии, в таком психически возбужденном состоянии, в состоянии драйва, они иногда, и даже можно сказать часто, чаще, чем обычные граждане, при помощи своего табельного оружия, которое они почему-то не сдают, совершают самоубийство. Вот и весь вывод. То есть причина самоубийств кроется в особенностях психики человека, который ведет оперативно-розыскную работу. Поэтому неудивительно, что Игорь Швец, у него просматриваются чисто профессиональные особенности и даже проблемы, как у любого оперативника, без зазрения совести клевещет, без сомнения врет и думает, что он на службе, что он при исполнении, что он оперативник Рэмбо или Катания. Он так и сказал: бывших ментов не бывает. Вот это человек со сдвинутой психикой, но сейчас не о нем. Сейчас о том, где же одежда, где красная футболка, где панамка, где очки, где черные штаны, кроссовки, носки, рукавички. Про бороду мы не говорим. Где это все? На мой взгляд, самый лучший вариант либо для свидетеля, который убегал, либо в случае, если он был убийцей, это избавиться от этой одежды, в которой он светился. То есть избавиться от панамки, очков, футболки, штанов, кроссовок и так далее. Как избавиться? Очень быстро. То есть ты же не станешь там разводить костер, сжигать или растворять в кислоте. Нет. Для того, чтобы избавиться от одежды, проще всего это выкинуть эту одежду в воду, положив ее в кулек и засунув туда камень. Если такая вода во Львове, я посмотрел на карте, оказывается, есть. Во Львове протекает река Полтва, и, на мой взгляд, скорее всего, этот человек в панамке и очках разделся, сложил одежду в кулек и выбросил ее, положив туда камень, в реку Полтва, которая протекает поблизости от улицы Масарика, буквально в паре шагов от дома номер 3. Может, он даже скрылся на автомобиле, но все равно, поскольку был объявлен план перехват, то от одежды нужно было избавляться немедленно. Поэтому автомобиль, скорее всего, остановился в том месте, где есть возможность выбросить кулек в речку Полтва. И если этот кулек был выброшен в эту речку, то именно там, в этой речке, этот кулек с одеждой и может быть обнаружен. Игорь Швец имел возможность поехать во Львов, чтобы провести частное расследование, но побоялся. Он потребовал личной охраны, которую ему не могли предоставить, и поэтому мог, но не стал искать эту одежду. И вот именно эту одежду нужно было подвергать одерологической экспертизе, а заодно и генетической. Есть ли там запах Зинченко? Есть ли там патожировые следы и ДНК Зинченко? Но эту одежду пока не обнаружили. И поэтому все выводы одерологической экспертизы, что там на лавке будто бы что-то осталось, какие-то там запахи, не соответствуют действительности или в юридической терминологии фактическим обстоятельствам дела. Далее. Еще момент по погоде. На сайте Гисметео мы видим, что 19 июля во Львове сухо, но уже 21 целый день шел дождь, который к вечеру закончился. Затем следующий день, 22 июля, сухо, а 23 июля дождь в 9 утра и ливень с грозой с 3 часов дня до 6 вечера. Можем продолжать и далее и увидеть, что 25 июля 2024 года также шел дождь всю ночь до 12 часов дня. Ну и так далее. О чем я хочу сказать? О том, что та лавка, с которой брались запахи, она, конечно, была смыта дождем 21 июля. Поэтому вполне вероятно, что на этой лавке со дня убийства никто и не сидел. Но даже если и сидел,
то 21 и 23 числа дождь с грозой смыл все, что только там можно смыть. И все, что там можно унюхать, если там что-то и оставалось. Поскольку все запахи испаряются в течение 3-6 часов. Поэтому то, что нам представляют как одерологическую экспертизу, забор материала для которой был сделан без понятых, это, конечно, блеф. Или манипуляция, которая якобы дала результат, что на этой лавке якобы сидел Зинченко. Вот, друзья, время и погода, сами понимаете, работают против следствия. А если они не нашли одежду, которую действительно следовало бы подвергнуть одерологической экспертизе, а заодно и генетической, то понятно, что никаких доказательств того, что Зинченко был одет в данную одежду, то есть в панамку, очки, красную футболку и черные штаны с кроссовками, у следствия нет. Поэтому какие могут быть предъявлены подозрения и обвинения к Зинченко, если нет доказательств того, что Зинченко когда-либо в жизни одевал эту маскарадную одежду, то есть панамку Патагония, красную футболку, очки и так далее. И еще, друзья, есть видео свидетельницы, которая рассказывает, что вот я все видела, все слышала. Значит, вот мы сидели на лавке, и он сидел на лавке, да, и она встала, потому что ноги у нее затекли, встала пройтись, увидела, как тот надевает рукавички, и пошла себе. И тут вдруг слышит бабах, поворачивается, і этот чоловік біжить. Ну як, я все чула і все бачила. Ми сиділи отут на лавочках, сидіти, ноги терпнуть. Я думаю, я пройдуся. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Потім ще одну надіває. Та я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валізою. І я чую, бу-бу! Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Він 2 тижні тут сидів на лавочці, в тій шляпі, в тому червоному. Ну я казала, що він є підозрілий. Я весь час казала. І там жіночки сиділи. Ніхто не думав, але він, видно, за нею слідкував. Там жіночки з ним говорили, кажуть, що ти так сидиш, ти нічого не обідаєш, не їш, не п'єш. А він каже, та я вже пообідав. Ну, во-первых, что интересно, что она сказала, мы сидели на лавке. Кто это мы? То есть дает показания, она одна, на камеру. Кто еще там сидел с ней на лавке? Может, они это тоже видели? Или у них со зрением проблемы? Или со слухом? То есть показаний тех, кто с ней сидел на лавке, не видно. Хотя, если бы у них было все в порядке, то они бы тоже на камеру под запись сообщили бы сторонникам пострадавшей стороны, что они слышали и видели. Но пока таких данных нет. Никто, кроме вот такой вот одной героини в кавычках, не сообщает, что они сидели на лавке и что ноги затекли, и потом она встала пройтись. Поэтому показания этой свидетельницы надо перепроверять. Если она дала показания в качестве свидетеля, то нужно ее еще раз с пристрастием допросить, что же там в действительности происходило, и где она была в момент убийства, и что слышала, и с кем она сидела там на лавке, и что она видела. Ну, короче, показания этой свидетельницы сомнительны. Почему? Друзья, мы знаем, что убитая Фарион перед своей смертью кричала. Но что она кричала, трудно разобрать. Некоторые считают, что она кричала «не стреляй» или там «не шизен», но что-то кричала. Так вот, эта свидетельница, которая заявляет, что она все слышала и все видела, она не рассказывает, что она слышала крик. Но если действительно крик был, то тогда она его должна была слышать. И, друзья, человек, который слышит крик, он инстинктивно оборачивается, чтобы посмотреть на то место, откуда доносится крик. А эта свидетельница ничего подобного не сделала. То есть она то ли не слышала крик, то ли услышала вдруг звук выстрела, бабах.
то ли она слышала крик, но не говорит об этом. И когда слышала, то она почему-то не обернулась на этот крик. Что-то тут с этим свидетелем нечисто. И тогда, друзья, получается, что либо вот это видео с так называемого неонацистского сайта, где снято якобы убийство Фарион, поддельное, либо эта свидетельница врет. Ну, во-первых, врет, что она сидела на лавке, все видела, все слышала, но крика не слышала. Надо разобраться. Либо видео, на котором слышен крик, поддельное, и все походы Зинченко на сайты нацистских организаций тоже фейк, либо это свидетель врет. Конечно же, по-хорошему следовало бы устроить этой свидетельнице и тому, кто снимал видео момента убийства Фарион, перекрестный допрос. Но это вряд ли удастся, поскольку кто автор видео, которое якобы выложено представителем неонацистской организации, якобы взявшей на себя ответственность за убийство, неизвестно. Друзья, будем продолжать следить за ходом судебного процесса и делать нашу работу по юридической защите обвиняемого, а заодно и в качестве частного детектива. Благодарю, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Комментируйте, лайкайте, распространяйте это видео, подписывайтесь на канал, по возможности поддерживайте канал донатами. До новых встреч!